Привет, мои дорогие! Сегодня знаете, о чем будем говорить? О сале. Это одна из самых любимых, как говорят, опций в моей жизни. Я очень люблю сало. Я вам хочу рассказать, что благодаря тому, что я очень много езжу, выступаю с концертами, у меня появилось много друзей. И они следят за моей жизнью, слушают, что я люблю, о чем я говорю. И однажды одна прекрасная женщина, она живет в Сухиничах, это под Калугой, Зоя Тюрина, услышала в программе «Здоровье», что я очень люблю сало. И она приехала ко мне, привезла мне вот такой кусок замечательного сала и научила, что с ним делать. Я потом вам это покажу. Еще у меня есть замечательные друзья. Воронежская область, деревня Талая. Это семейство Сорокиных. Когда я приезжаю в Воронеж, возвращаюсь в полные руки подарков, и там тоже вкуснейшее сало. Сало не любить нельзя, но его можно готовить так, как тебе нравится. Вот сегодня мы попробуем засолить сало, сами засолим. У нас кипит литр воды. Сало будем солить в рассоле. Вот смотрите, литр воды, 150 грамм соли. Это много, так и должно быть. Она у нас уже померена. Вот 150 грамм соли. Я чуть-чуть сахара кладу везде, ну чуть-чуть, буквально. Это сахар, не соль? Ой, чуть было соль еще не положила. Но это бывает у меня. Вот здесь сахар. Его, конечно, можно и не класть. Но мне кажется, что баланс сахара с солью создает какой-то особенный вкус. Ну, прям вот совсем немножко. Смотрите, как мало. Просто, чтобы оно там было. Так, сахар положили. 3 ложки белой горчицы. Вот она такая. Вот смотрите. Я могу не мерить. Она померена, чтобы просто увидели. Чтобы 3 ложки белой горчицы. Вот это необходимо. Перец горошком и лавровый лист. Вот вы видите, вот так. Мы специи не жалеем. Маринад должен быть насыщенный и очень вкусный. Ну, так много перца горошка можно не класть, но вот так, чтобы был запах и вкус. Вот. Это у нас все вместе кипит. Это все очень просто. Я беру сало. Вот я буду здесь солить в такой красивой миске, чтобы вам было видно, как оно там выглядит. Может быть, любая. Но перед тем, как его туда положить, мы его нашпигуем чесноком. Чеснок у нас подготовлен, вот уже начищен. Шпигуем сало чесноком. Я вообще люблю все с чесноком, любое. Можно помельче сделать кусочки. Вот так. Я вообще, когда готовлю мясо, там запекаю в духовке, я всегда шпигую чесноком. Чеснок очень к мясу подходит. Сейчас мы его нашпигуем. А уж к салу подходит так, что уже даже нет слов, чтобы сказать... Ой, бедная свинка. Сейчас мы к свинке в спинку вонзили нож. Представляете, это настолько не из моей жизни, такое вероломное поведение. Чем же мне оправдать такие варварские действия? Наверное, только стихотворением каким-нибудь. Ой, сейчас я придумаю что-нибудь. Вы представляете, когда занимаюсь салом, когда я его ем, когда я его вижу, я просто не могу отвлекаться. Я только жду, когда все будет готово. Я так его люблю. Сало. Вы знаете, в нашей северной стране сало необходимая еда. Во-первых, у кого не совсем здоровые легкие. Врачи почему-то рекомендуют есть сало. Я не очень понимаю, как это связано с дыханием, но, тем не менее, не могу не слушать врачей. Оно дает дополнительную энергию, оно согревает. Вообще, иногда говорили, что жир срезайте. Ешьте сало, поверьте, это нужно для здоровья и для жизни. Вы смотрите, как хорошо входит чеснок в него. Все замечательно. Вот так. Уложили сало как следует. Опять скажете половником. Половником долго. Переливаю прямо из кастрюльки. Вот так. Маринад должен покрыть все сало. Вот так у нас и получилось. Сейчас я немножко отсюда еще добавлю перчика и лаврового листа. О, как оно же... Как ему хорошо плавать в этом рассоле. Вот так специи я придумала сама. Вы можете делать так, как вы хотите. Я, например, когда на даче мы закрываем огурцы на зиму, я тоже делаю такой рассол. Но в огурцы, в помидоры я кладу побольше сахара. А вы можете гвоздику положить. Не знаю, кто чего любит. Теперь оно остынет здесь в миске. Мы его накроем и уберем в холодильник дней на 5. А потом будем резать и с удовольствием есть. Но это не единственный рецепт сала, который я вам сегодня предлагаю.
Теперь я буду делать еще один рецепт салом. Но так как у нас программа же «Кулинарная стихия», я вам хочу все-таки прочитать стихотворение. Вот представляете, я же такая объемная девочка, я всегда выхожу, объемная дама. Я когда выхожу на сцену, я всегда так кокетливо говорю: ну, вот видите, какая я не худенькая, но зато меня видно с последнего ряда. Все очень довольны, потому что «зато» – это очень важное слово. Я знаю одно волшебное слово, я им поделиться с вами готова. Помните, в детстве подружка дразнит куколкой новой в платьице красном? И это ваше сердечко ранит, и вы расстроены этим ужасно, и на глазах предательские слезы, но вы говорите вполне серьезно: зато у меня от кота царапина, за то, что дразнила с перчаткой папиной. Ну а подружка в ответ: а зато я завтра выйду в новом пальто, зато я в кино пойду без билета, зато ура, смотри, скоро лето. Звучит «зато» это снова и снова, а это и есть волшебное слово. По-разному жизнь сложиться может, но слово «зато» вам всегда поможет. Примеры долго искать не надо. Вот вы оглянитесь на тех, кто рядом. Одна некрасива, зато умна, другая красива, зато одна, зато у нее никаких забот, живет как хочет, для себя живет. Зато в день рождения и в Новый год никто и цветочки не принесет. Зато после них мыть не нужно вазу, и весь маникюр не облезет сразу. Другая, которая некрасивая, с мужем живет, такая счастливая. Зато он с работы приходит поздно и говорит ревновать несерьезно. Зато она всем обеспечена, но сердце ноет, как зуб недолеченный. Зато гордится она сыночком, хотя на венах заметила точки и шрамы какие-то незнакомые, как будто покусали его насекомые. Зато он в школе хорошо успевает, но она недобрая подозревает. Красивые подружки завидуют очень, что та свободна, как птичка певчая. Зато красивая плачет ночью, что в жизни счастье так и не встречено. А ей так хочется кого-то обнять. Зато не надо ей рано вставать, и телефонный звонок не разбудит. Зато скоро лето и отпуск будет, а ехать на море ей просто не с кем. Вот тут сюжет меняется резко. Она на море все-таки едет, и это не отпуск, а путь к победе. Да-да, он увидел ее на пляже, и не прошло еще часа даже. Она поняла, что чудо свершилось, и одиночество отложилось. Зато это чудо, красавец писанный, живет на свете нигде не прописанный. Зато у нее квартира большая. И этот вопрос очень просто решаем. Зато прогулки ночами звездными и планы на будущее серьезные. Плевать, что она свои деньги тратит. Зато отпускных на двоих ей хватит. А продолжение в следующем номере. В следующую пятницу вы опять будете смотреть YouTube-канал и узнаете, что же произошло дальше. А мы приступим к нашему салу. Сало готовое, соленое, купленное уже в соленом виде на рынке. И мы его приготовим, так называемое верченое сало. Будем его прокручивать через мясорубку вместе с маленькой луковицей и с чесноком. Даже жалко такое вкусное сало, но будет тоже очень вкусно. Ой. Лук, чеснок и сало, больше ничего. Вот, знаете, моя одна, у меня есть знакомые, родственники, очень многие жили на Украине, и говорят, что в каждом холодильнике есть баночка с таким вот салом. Вы знаете, у меня очень много родственников живут в Америке, они уехали в свое время. Так, вот прибережем это сало. Мои родственники, которые приезжают, когда приезжают сюда, в Москву, или кто-то едет в Америку, они всегда просят привезти сало. Они очень скучают о сале, потому что у них это прям основная еда. И сейчас луковку под конец, чтобы... Ох, ребята, сейчас будет вкусно-привкусно. Ну, завтракать таким блюдом я не рекомендую, а вечером да под рюмочку лучше не бывает. Сейчас я положу гренки, чтобы они немножко поджарились, подсушились на масле, а в это же время я буду как следует мешать сало. А потом будет такое... Кстати, черные гренки я вообще очень люблю. Я не только с салом их ем. Например, можно их пожарить, а сверху надавить чеснока, посыпать крутым яичком и немножко майонеза. Мы как-нибудь это сделаем. Тоже получается очень-очень вкусно. А с кильками как вкусно. А с паштетом. Вообще помните, знаете, что эти черные греночки – это наш друг. И вкусно, и красиво, и необычно, и не вредно. Ах, красота! Вот так теперь я смазываю эти гренки салом, и оторваться невозможно. Вот так.
Это такая примета. На сколько персон приготовишь, столько гостей тебе и придет. А я приготовила много, гости поедят, а я им еще с собой по баночке заверну. Это же тоже очень хорошо, когда уходят от тебя и с собой несут что-нибудь вкусненькое своим домочадцам. Потом будут у себя дома есть, а тебя вспоминать. А мы это любим. Сало тает. Хлебушек пахнет замечательным. Сам по себе им украсим красотой. Нальем сейчас рюмочку. Ой, я боюсь, я начну это все выпивать, есть еще до того, как гость постучится. Я сейчас рюмочку одна, а потом еще и с гостем. Договорились? Итак, за вас, за наши кулинарные изыски, за то, что вам было вкусно, и все было на здоровье. Это я. Как будто бы не я. Как будто я попала в какое-то волшебное царство, правда, очень вкусно. Я буду есть, а вам на счастье протяну свою ладошку. Сделайте так же. Ешьте, вспоминайте про меня. Будьте счастливы, здоровы и не думайте о калориях.